Добрая, иркутская, прохладная, туманная, еще темная, но все-таки утро. Сколько вам еще прилагательных сказать? 15 сентября. Видите, время 6:30. Мы тут кофейком балуемся, потому что Алексей Николаевич сегодня проспал все, что можно. Алзамай, поворот на Алзамай, кафе у Петра. Я еле выехал с этой стоянки, там где стоял. Южняк какой. Люди забивают стоянку так, что потом просто выехать невозможно. Там кое-как прощемился. На проезде ставить. Ну, проезжий надо оставить хотя бы один, чтобы был. Нифига. Я не снимал там, потому что там все равно темно. Туман, нифига не видно. Здесь хоть что-то подсвечивается. Короче, мы сейчас это... Вот. На Роснефть зашел. Кофе взял. Такое ощущение, как будто у меня вот отсюда смотришь, не знаю, на камеру видно, не видно, как будто у меня не полностью фонарь горит. Задний габарит. Не, все нормально. Я понимаю, припарковаться надо, проблема, ну, перекрывать проезд. Мне просто повезло, что не пришлось идти будить человека. Соседний ряд, где именно машины стоят, он уже освободился, люди уехали. А так прямо вот, как заезжаешь, проезд с одной стороны, все, прям там поставил. Ну, правда, не шторился. Вольво там стояла, не зашторенный. То есть, наверное, и стоял с таким расчетом, что если разбудишь, что можно было вылезти. Как так, я не знаю. А так там все, там на въезде, на выезде, кто как может, так и стоит. Ну, сейчас поедем посмотреть. Ну, здесь на Роснефти, вот, в принципе, можно стоять. Места вот есть, вон. Ну, то есть, ну, я не знаю, ну, как-то ж можно припарковаться, но не перекрывать же проезд. Ну, да ладно, хорош брюзжать. Просто надо как-то думать и о других людях. Понятно, что тебе нужно припарковаться, но перекрывать проезд, мне кажется, это не очень хорошая идея. Вот. Короче, ходить свежо. Поехали, будем кофе на ходу пить. Уже с утра надо свет включать. Еще пока. Уже все. Утренние туманы начинаются. Еще чуть-чуть и начнутся заморозки. Ну, вот места, понятно. Вот можно стать, вот справа. Ну, как-то, в крайнем случае, если ты не получилось стать, значит, надо ехать куда-то в другое место. Ты куда больше особо ехать? Иркутск направо. Хорошо. Если бы сейчас вот там это не смог проехать, ну, пошел бы будить. Вон уже люди тоже. А, он поворачивает. Да, он поворачивает. А, заезжает на Роснефть. С обратной стороны вот еще стоянка есть. Паллада. Вон место тут валом. Порог у нас вовсю. Парит кормилец. Да. Я ну спал без автономки. Утром только когда поднялся, включил, чтобы теплее было.
Когда будильник прозвонил, я думаю, что это делать? Встать позавтракать? Или выделить себе еще лишний час на сон? Второй вариант победил. О, ё-моё, свадьба, что ли? Барбоса его видели? Пачками бегают. Короче, проспал я почти до 6 утра. С 15:06 подорвался. Умылся, морду лица побрил и сейчас вот будем кофе ехать пить. Да, туман туманище над миром стелится. Скоро встаем. Оп! Утром тумана нет и все белым-бело. А, сегодня, знаете что? Мне тут мысль, прочитал новость тут одну. Весьма такую нехорошую. Что сегодня, 15 сентября, Широгульский переезд с 5 утра до 5 вечера закрывают на ремонт. Одну полосу будут перекрывать, потому что там вообще переезжать через него невозможно. Согласен, его надо делать. То есть вы понимаете, да? Там и так колейки собираются. А когда сейчас будет перекрыта одна полоса, я представляю, что там сегодня будет делаться. И сразу же возникает резонный вопрос. Сколько мы сегодня на нем времени потеряем? Есть одно, правда, немножко маленькое успокаивающее но. Вроде как с утра там больших колеек не наблюдалось никогда. Особенно в сторону города Иркутска. Так что, может, и не сильно долго потеряем. Ну, а так, нам сегодня вот сейчас в Тулуне. Понятно. К Елене Александровне в Тулуне заезжать не будем. А сейчас в Тулуне мы должны с Лехой пересечься. До Иркутска поедем в приятной компании Вольвой, компании Байкал, моего хорошего друга тезки. Он сейчас идет с Усть-Кута, сегодня ночевал в Братске, ну и тоже примерно где-то в это время должен был выехать. В общем, мы договорились, кто первый в Иркутск, в Тулун приезжает, тот и ждет. 8 градусов сейчас. Поехали в Тулун. Ну а вообще до места еще 3060 километров. Все про все нам 4 дня. Можно еще считать утренний доезд, можно утром доехать. Но вообще как бы это не учитываем. Это как дополнительный бонус. Так 4 дня. Сегодня пятница, суббота, воскресенье, понедельник. 4 дня нам на все. Ну и плюс, понимаете, немножко ритм движения после Иркутска изменится. Начнутся горы, повороты, право-лево, там сильно не разгонишься. Потом там бездорожье в Забайкалье. Тоже нюансов хватает. Ну да ладно, неприятности это мы переживем. Солнышко туман потиху разгоняет. Ну что, зимний сезон начался, начинаем отсчет самых низких температур. Какая в этом сезоне будет самая низкая, которую нам удастся увидеть? Эх, перескочила. Сейчас 6. Вообще было 5. Вот пока ехал в низинке, в туманчике, плюс 5 градусов.
Понятно, что это не показатель, но мы каждый год, да, приходим. О, 5 градусов. Ай-яй-яй. Потом минус 5. Ой, катастрофа. Потом минус 20. Вай-вай-вай-вай. А потом уже как-то так. И минус 30. В принципе, терпимо. Уже как-то так же, как и с первым снегом. Да? Ой, первый снег, как будто ни разу снега не видели. Ну, каждый же год приходит... Зима приходит неожиданно. Причем для всех. Сейчас у нас он распогодится впереди. Вон, смотрите, видите, небо уже чистое. Сейчас солнышко поднимется из-за леса, из тайги. Все это дело разогреет. Во всяком случае, пока денек планируется хорош. Какой он будет по итогу, вечером узнаем. Вон оно, солнышко. Вон там. Сейчас еще чуть выше взберется. Станет вообще хорошо. Даже стекла запотевают, нифига себе. Снаружи. Здорово, Шарик. Нижнеудинск у нас в низинке находится, и все, опять туман. Вот смотрю в камеру, мне кажется, что вот камера не передает того тумана, как-то через нее лучше видно, хотя через нее и едь. 551 до Иркутска. Что-то ехал вот это, по-моему, если я не ошибаюсь, прошлой зимой самая низкая температура была минус 35 где-то в Забайкалье. Я попал. Понятно, что сейчас набегут вот такие вот, что такая 35, мы тут в Балдос ездим. Ради бога, я ж не спорю, вы красавцы. Я говорю про ту, которую я попал. А самая высокая, правда не помню где, но по-моему было плюс 39. Ну что, какие ваши прогнозы на эту зиму? Какая в этом году будет самая минимальная? На данный момент уже 4 градуса. Осталось немножко и за минус уйдем. Мне кажется, в этом рейсе мы уже за минус должны выйти. Посмотрим. Не факт, но все вполне возможно. Получается, вот Нижнеудинск, он из горы так спускаешься, и здесь такая равнина, низина, равнина. Сейчас вот мы его пройдем и опять в горы полезем. На хребты. Вот с хребта спускаешься и потом опять на хребет пойдем. А здесь получается такой большой такой пространство. И видите, здесь вот туман. Что вот еще 10 минут назад светило солнце. Причем так светило ярко. Тумана не было вообще от слова совсем. Сейчас на Роснефти здесь, в Иркутской области. Ну-ка, что у нас там на шильде пишется? 64,90, по-моему. А, нет, 64,80. Или 90. 80. Так, тут надо на дорогу смотреть. Лишнюю ямку не поймать, их и так хватает. Путь исследования. Я не знаю, говорил, не говорил, но в Тулуне мы на заправку не заезжаем.
заезжаем. Что-то там топлива нашего нет. В общем, мне вчера ее отменили. И мы не заезжаем на Омни, которая в районе Ангарска, там, на Широкую, когда выходишь. А будем заезжать на ННК в Улан-Удэ. На объездную Улан-Удэ. Так, тормозим. Тут 40, камера. 55 надо ехать. Маша сразу ругаться начинает. Вот, там будем заправляться. Потому что, как бы здесь-то можно было, например, на Омни залиться, и тогда как бы до если на Чита, там, Забайкальск идти, то хватает туда-обратно выйти. А туда на Свободный, на Благовещенск неоднозначно не хватит. Даже если я в Улан-Удэ зальюсь, мне тоже не факт, что хватит. Вот такой расклад. Да, сейчас надо, кстати, у Машки поудалять точки. И, ну ладно, эту Улан-Удэ забьем завтра. Я, в принципе, ее знаю, где она находится. Так, для проформы. Магазин дальнобойщик когда-то был, да? А сейчас тут все, здание, наверное, на реставрации. Сеткой обтянуто, или это чтобы не разваливалось, кирпичи не облетали. Что-то одни дырки вместо окон. Еще одно прекрасное место. Шикарный Тулунский переезд. Едить, колотить. Что у нас в Ташкенте? Вернее, на Ташкенте. Видите, какая стояночка здесь? Она маленькая. Ну, сколько тут машин зайдет? Ну, 20-ку можно впихнуть при всем желании. Ну, здесь еще на улице можно поставить. Ну, я думаю, после 9 вечера здесь вообще ловить нечего. От слова совсем. Посмотрим сейчас. Хоть мне и сказали мимо ехать. Этой супер-мега заправки. Там кто-то обижался, хорошее топливо. Я же не говорю, что оно плохое. Я говорю, что заправка дырявая. И это факт, который необходимо признать. Нифига он тут раскорячился. Не забрать бы его. Вернее, часть своей обшивки на нем не оставить. И место, на котором оно находится, дырявое. Сама по себе, ну, не внушает она доверия. Вот не знаю почему. Хотя я ж не спорю. Топливо с Ангарска возит. Я ж не спорю, что там и топливо, возможно, качественное. И все такое. Ну, просто сама по себе, во-первых, находится на таком подъеме. Сейчас сами увидите. Ну, увидели уже. Особенно зимой туда заехать будет. Это будет еще тот квест. Да и летом сейчас. Выламываешься так на 180 градусов в горку с поворотом. Короче, ничего хорошего. Мое мнение, имею право. Тут зеленый загорается. Когда-нибудь. О, загорелся. Денишев впереди меня идет вот на сутки. У него на понедельник выгрузка. И тот же самый заход в среду.
там же, туда же, в Китай. Только немножко по времени пораньше, пару часов. Говорит, заезжал, сразу, говорит, заправщица машет. Вашего топлива тут нет. Говорю, я вчера переспросил, говорю, мне ехать в это. Есть, говорит, мимо, не дури голову. Было бы приказано. Где она, а? Я же не вижу даже сколько до кольца. Солнце отсвечивает. Че Машка рисует? Или я ее уже проехал? Не мог же я ее проехать. Вот она. А, ё-моё, я собирался ее удалить. Ну, точку эту заезда сюда. Вот, да, тут вон ДТ 6770. Я понимаю, фирма отказалась заправляться, поэтому ДТ. Это ДТ. Подождите, сейчас я Машку отключу, а то она сейчас будет, вернее, не отключу. Отключил, а удалил этот точку эту. 210 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Чтобы она не начала меня разворачивать, я ж не заехал туда. Ну а так вы видите, да, вот, ну, заедь туда зимой. Особенно в снег. Так-то заедешь. А потом выйдет с нее. Надо, получается, вот если скользко, сюда до кольца ехать, разворачиваться и по новой эту горку штурмовать. Вот. Мы, короче, летим на этот. Вот кольцо проехали с Братского. Сейчас Леха минут через 10-15 чуть-чуть позже идет. Оттуда спустится. Ну а мы летим на переезд. И уже с Лехой будем... А, да, здесь же полицая положили. Через 300 метров по главной дороге держитесь левее. Сказал, лети, говорит, информируй меня. Что там делается на этом Широгульском переезде. И уже там потом встретимся. Подожду его после переезда на стояночке. Чая попьем. Не знаю, как он, говорит, я сегодня еще даже маковой росинки во рту не было. Кроме стаканчика кофе. Поле, русское поле, светит луна или падает снег. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, дует ветер в висок. Ты отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок.
паника была излишней. Не паника, а этот шум, шухер. Все, вот он, переезд. Видите, с нашей стороны вообще никого. Выпивши один Делают они тут что-нибудь, не делают. По-моему, тут никто ничего не делает. Или все-таки что-то там ковыряются. Со стороны Иркутска тоже никого. Нет, тут что-то какие-то вот работяги что-то, да, вот. Но они эти не полностью. То перекрывают, то нет, наверное. Переезд просто махом. Ай, ай, махом, махом. Махом. Сказал бы я каким махом, но лучше промолчу. Катастрофа просто. Все, с Лехи отписываюсь, что на переезде все спокойно. Едем куда-нибудь на парковку. Будем ждать его. Заметил я одну закономерность. Шарогульский переезд надо переезжать в первой половине дня. Потому что по вечерам тут постоянные колейки. А как вот едешь в первой половине, так вы сами видели все. Ни с Иркутска, ни на Иркутск колейки нет. А вечером начинают эти железяки туда-сюда одна за одной бегать. Что-то в Шарогули тоже дорогу ушатали. Причем конкретно ушатали. Что, ехавший назад, лучше встать где-нибудь вон на перевозе и пораньше выезжать. И тогда ты спокойно проедешь, чем как в прошлый раз час 50 на этом переезде толкаться. Ну, это вот из наблюдений к такому выводу пришел. Надо его придерживаться. Даже стадиончик есть такой, видите, такой маленький, аккуратненький, корты. Симпатично, так все нарядненько. Пацанён на конце шел уже, все, отучился. Сбежал со школы. Я тоже сбегал. Особенно такая неделя оставалась, да, до каникул. Только мне приходилось идти в школу. Там посмотришь, все, с оценками все в огне. Нафиг мне эти контрольные. А после каникул все равно никто эту справку, что неделю там отсутствовал, никто требовать не будет. Правда, приходилось, часов-то не было. Приходилось выходить из школы, а мама уходила где-то минут на 40-50 позже на работу, чем я в школу. И все, вот, приходилось уходить и шататься по лесу там недалеко от дома. Секунды считать, там, минуты, время спрашивать там у кого-нибудь. Ну, один раз попал. Возвращаясь домой, она выходит, плохо посчитал. А че это ты, говорит? Пришлось соврать, что первого там или второго урока. Первого урока не было. А, 2 уроков нету. Учительница заболела. Решил домой прийти. Ты часто так делал? Практически в конце каждой четверти. Отлынивал от контрольных. Не то чтобы я их боялся, просто мне не хотелось ходить в школу. Батя рано уходил на работу, ну, либо в командировках было, либо... А мама минут на 40 позже, чем мне выходить. Приходилось такой вот финт ушами выделывать. Вот и Байкал подъехал. Раз.
Ты еще не успел даже чайник поставить. Ну, пойдем. Я еще не успел даже самовар поставить. Лёх, как ты? Здорово. Да. Я тоже достал. Не скажу. Ну, стояли с Лехой, чай попили, часик. Надо ехать ему домой, нам в свободный. Выше. Слышь, понимаешь? Да, тезка, все понял. Это что, с какой скоростью ездите вы? Сейчас я на телефоне с братом. Вообще я 82-83 хожу. Все понял, у меня тоже 82 круиз. Тогда я за тебя адаптивным круизом цепляюсь. Сейчас мы за Леху зацепимся. И все. И будем на хвосте у него висеть. Спросил за доску у него. У меня же одной доски нету, а то что-то начальство спрашивало про мои усиления. Что-то такое россыпью планируется. Я говорю, усиление это вот эти железяки есть, говорю, одной доски нету. Сказали, поищи. Говорит, ну попробуй заедь в этот Усолье. Что Усолье заскочим. Одну досочку прикупим. Так, все, вот сейчас за Леху зацепились адаптивным круизом и пошли. Так, Лех, сейчас. Чупа, никто крайне на заправку. Ты что на 17-м спрашиваешь, Леха? А будем стоять, пока не сделают хуй. Че на заправку, кто крайний? Я не слышал, вот ты сильнее. Вот сейчас по радио Иркутская говорила. Чего говорили? Что случилось еще раз? Широкольский переезд сейчас закрывать будут. А, вот с 5 утра должны были закрыть. Нифига там не закрыто. Там работяги шарятся, но съедут там все. А что-то вроде как с 5 вечера, что ли, закрывают. И до 5 вечера. С 5 утра до 5 вечера. Сейчас пролетели михом, и колейки не было ни туда, ни обратно. Все там со свистом. О, спасибо, ребят, за информацию. Вовочка с сундуком, ты что, на заправку заходишь или так постоять? Скажи, пожалуйста. Так ты же летит этого форда, двинь его нахуй, да и все. Леха ругается. Короче, Леха на заправку заехал. Это... Подождем его. Ты под какой под? Под левый, под правый? Так, рацию мы пока выключим. Нам нужно позвонить, пока не забыл, и зарегистрироваться в свободном. Мне было сказано, да, что надо звонить. Да, где моя заявка? Где моя заявка? Где мой дом родной? Где же ты, где, звездочка алая? Ё-моё. Не понял я юмора. Я столько уже с начальством наговорил.
Ага. Подождем его. Где-нибудь еще заедем, пообедаем. Че мы там чаю только попили. Вдвоем так прикольно ехать. Нормально. Едет не быстро, не газует. Так, иметь так. Контакты разгрузки. Контакты разгрузки. +7. Девять, 2, 4. $87. Не, +7 набрала 8. Так, звоним. На всякий случай. Алло. Здравствуйте, это меня зовут Алексей, водитель с Белоруссии, с Новополоцка. Везем вам металлоконструкции. К073ЕР797. К. Константин 073. Евгений Роман 797. Угу. Во вторник утром буду у вас. Вы со скольки там у вас начинается? С 9, по-моему, да? Угу. Алексей. Ага. А у вас тут этот, ну, WhatsApp там, где на этом номере? На WhatsApp. Хорошо, я сейчас пришлю. Там, правда, номер белорусский будет. Ну, я думаю, я подпишу 073. Вам именно, вам не ЦМР-ку, именно хотя бы одну ТН-ку, да? Любую. Все. Сейчас пришлю. Угу, хорошо, спасибо. Нету там данных на меня. Сейчас мы об этом сообщим в Минск. Попросили фотографию одной ТН-ки. Нету данных. Сейчас я им ТН-ку сброшу, фотографию. И отпишу на офис, что данных по мне нет. У меня этих ТН-ок здесь как у дурного фантиков. Какую ей сбросить? Ну, все равно какую же, правильно? Ну и вот эту вот, что первая лежит. Сейчас вот эту я отправлю. Пока Леха заправится, я свои дела тут поделаю. Наш байкальский автомобиль уже заправляется. Байкал. Бегает, что-то суетится. На 2 бака, наверное. Тоже на 2 бака, Леха? 2 бака будешь лить? 2 бака, да? 500? Да. Что, для истории опять? А? Для истории? Да. А как же?